Она стояла на тротуаре, отчаянно и со слезами умоляя прохожих о помощи. Но, к сожалению, их равнодушие было непоколебимым. Тощая собака-мать, которую звали Лиза, израсходовала все свое молоко, чтобы накормить своих 6 щенков. Эти милашки, подобно маленьким комочкам счастья, с надеждой и страхом смотрели на окружающий мир своими беззащитными глазками. Лиза, испуганная и изможденная, не осмеливалась приблизиться ко мне, хотя ее инстинкты подсказывали, что в этом человечке есть надежда и предложение помощи. Однако она привязывала свои первые слова, своего рода защиту, к 6 детенышам, которые неподвижно сидели рядом, ощущая ее страх. Это был первый раз для щенков, когда им была предоставлена такая вкусная еда. И что самое главное, им не нужно было соревноваться с другими крупными собаками за кусок корки хлеба или малую порцию воды. Собака-мать продолжала наблюдать издалека за каждым моим движением, как верный страж, готовый броситься на защиту своих деток в любой момент. Она была на грани отчаяния. Но как только она поняла, что я пытаюсь помочь, ее настороженность немного утихла, и она почувствовала себя в достаточной безопасности, чтобы уйти ненадолго поесть. Я не могла перестать плакать, глядя в эти маленькие, полные надежды глазки. Эти щенки нуждались в помощи больше, чем когда-то. Они были голодны, напуганы и совершенно сбиты с толку жизнью, которую им пришлось пережить. Я решила, что ничего не могу делать в одиночку, и, собравшись с силами, отвезла Лизу и ее 6 щенков к ветеринару. В таком состоянии малюсенькие создания всматриваются в мир, словно не знающие, что именно происходит. Они позвали свою мать, совсем не понимая, почему вдруг она отсутствует рядом с ними. «Не волнуйтесь», — шептала я, — «твоя мама в передней машине». В ветеринарной клинике у них была проведена полная диагностика, анализы и все необходимые процедуры. 6 щенков, как забавные и немного испуганные комки шерсти, были обработаны от глистов. Лизу, которая была так измучена после всех испытаний, напоили жидкостью, так как ее силы были на исходе. В то же время самой Лизе стали давать вкусную еду, и эта еда оживила ее дух. Она стала едва заметно подниматься после долгих дней голодания. Когда я смотрела на Лизу, нежно укрытую в теплой постели, мне стало спокойно на душе. Она была очень довольна своей новой жизнью, наполненной безопасностью и заботой. Это был момент, когда она, казалось, осознала, что ее жизнь больше не будет прежней. Она никогда не думала, что сможет иметь такую жизнь, полную любви и комфорта. И ее глаза, полные эмоций, светились благодарностью. Она вскоре станет красивой, и ее ребра, которые еще недавно торчали как острые углы, исчезнут под мягким слоем здоровья и счастья. Ты все еще узнаешь Лизу. Теперь она действительно превратилась в красивую и нежную девушку, которой я так горжусь. Щенки тоже подрастают, и их радостные мордочки каждый день наполняют пространство добротой и светом. Я испытываю невероятную благодарность за судьбу, которая позволила мне встретиться с ними и стать частью их жизни, их истории, которая начинается с любви и заботы. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Там вы найдете еще много интересного о животных, которые спасены, о невероятных историях их выживания и о доброте, которая окружает нас. Каждая такая история — это напоминание о том, что даже в самые трудные времена есть надежда, и помощь может прийти откуда угодно. Надеюсь, вы с нами, и вместе мы сможем делать мир лучше для наших меньших братьев.